утро, а вот и новый денек. Что-то время-то 8:35. Да, сегодня что-то прямо прохладно было. Что у нас тут на улице происходит? Ой, сразу жук забежал. Иди сюда. Хопа. Вот так, облачно. Да, сегодня я прямо спал в шапке. Ну, начал спать как обычно. В прошлые жаркие дни без ничего вообще. Даже без этой штуки, без флиски. Что-то полежал, холодно стало. Одел флиску. Все, уснул. Потом проснулся, голова замерзла. Одел шапку. Здесь холоднее. Низина, речка. Сегодня будем пробовать вот эту говядину, которая почти 400 рублей стоит. Это белорусская. Должна быть просто очень вкусная и хорошая. Качество должно быть соответствующим. Республика Беларусь, вон написано. Мясом забито доверху. И мясо вот такого красноватого цвета. В общем, огонь должна быть. Блин, ее надо вначале, разворошить. То начнется извержение вулкана, брызгать начнет. Баллончик-то монгольский. В общем, ждем. Так вот ради интереса вчера посмотрел по карте до Байкала. Там какой-то будет городок, который вообще вот прямо, рядом с Байкалом находится. 133 километра. Так что, возможно, даже сегодня уже увидим Байкал. К нему, не знаю, подъеду я или нет, возможно, сейчас, потому что здесь горы начнутся вот такие. Я рельеф местности не смотрел. Тушеночка разогрелась. Ну что, попробуем. Такой сразу кусочек мяса. Ну реально, вот белорусы, да, умеют делать. Блин, у нее и цена 340 что ли рублей. Ну, очень приятного аппетита, погнали. Сразу чувствуется супер качество. Ну вот, собираюсь потихонечку. И как же приятно собираться, когда вот такая большая густая трава. Ва, это вообще просто очень круто. Когда нету этого песка, все вот эти коврики, одежду там, спальник, можно просто на траву положить, и она будет чистая, все вещи будут чистые после травы. Такая трава высокая. А то раньше, когда вот этот песок, приходилось все складывать аккуратно, чтобы не замораться там, и все в том духе, в общем. А тут можно все просто наскидать, да и все. И ничего грязного не будет. Ну, что, собираюсь, да, это, и купаться перед выездом. Что там, сколько уже? Градусов 30, наверное. 42 показывает, но на солнце нагрелось. Вот, вдруг, если кому-то будет интересно, вот такой у меня спальный мешок. Торонто плюс 10. Экстрим 0. Но бывало, что да, 0. Но без одежды можно просто окочуриться. С одеждой еще можно, да. То есть лимит плюс 10. Тоже в этом путешествии довольно-таки частая температура у меня была, когда ночью плюс 10. И вот только вот сейчас, последние дни, вот что-то около плюс 20 по ночам. Но и то где-то 17-18.
Вот я стою. Так-то глубина нормальная пойдет для купания. Ну все, я еще полностью искупался, помылся, немного даже постирался. В общем, замечательное место, ничего не скажешь. Круто провел время. Время 7, 8, 9, 10, 10, 46. Ну, это того стоило, чтобы так задержаться здесь немного. Вон туда тоже дорогу куда-то ведет. Кладбище. Туда дорога на кладбище ведет. Но нам пока рано туда еще. Мы туда вон едем. Когда еще в речке покупался, вышел. Думаю, ну надо, наверное, футболку постирать. Сходил за мылом, застегнул футболку. Потом подумал, ну, наверное, надо и себя постирать. Полностью весь намылился, искупался. Вышел и смотрю, кожа стала слазить. Ну реально, прямо такими коричневыми кусками. Вот эта старая сгоревшая кожа. Чуть ли не Окуркова, Ашуркова. Ну сейчас по ходу дела тут деревушка за деревушкой и до самого Байкала. Вот так и будет. Я так понял, родник. Ну вот, набрал водички, одну бутылочку. Вода, говорят, очень вкусная, целебная прямо. Хо-хо-хо. О, Ланючка. О, какая сосна красивая. Справа березка, слева сосна. Такая лапистая, лапы свои раскидала. Вот тут пожарчик был. Ну, видимо, вовремя потушили. Походу, даже в этом году все свежее такое, обгоревшее. Вот интересно, сосны выжили, не выжили. Ну да, в этом году горело, он видно по березе. По ходу дела, где я останавливался, это просто часть русла реки была. Потому что она здесь давно какая широкая. Но это река Гремячий, не Селенга. Ну, возможно, просто поселок Гремячий. Вон табличка появилась. О, автодом так автодом. Автодом из кроссовера. А что, вот взять какой-нибудь там? Да тот же он, у вас Патриот можно переделать. Ну, конечно, это сомнительное занятие. Лучше какую-нибудь иномарку, типа Рема, что-нибудь такого большого. Или Форда 150-го. Мост идет. Вот сейчас товарничок по нему будет ехать. Это СНТ Колосс. Сады.
О, впереди остановочка и мусорка. Надо выкинуть мусор. А то что-то уже пару проехал остановок. Мусор все забывал выкидывать. Вот такая остановочка. Кстати, этот пакет был завернут в котелок. И этот пакет проехал, как я из дома выехал, часть России, потом всю Монголию, что я проехал. И обратно в Россию вернулся. Пакет путешественник. Ну все, вот твое место здесь. Тут, в общем, такое интересное место. Я вчера по карте смотрел его. Что за место-то? Сейчас начинается подъем. И там очень дикий. Вот эту вот всю гору он будет объезжать полностью. А здесь 1,5 километра примерно напрямик вдоль железной дороги туда. А если все вот эту всю гору объезжать, там 3 километра будет. Я что-то вчера смотрел карту. Вроде есть дорога вот куда-то туда. А что за дорога, непонятно. Я вот даже не знаю, как бы есть вариант попробовать 1,5 километра просто пройти, либо 1,5 километра сейчас переться в гору, потом с горы и уже вернемся вот к реке. И вот я даже не знаю, что делать. Блин, вот у кого-нибудь бы спроси, как там дорога, стоит ли, не стоит ехать. Ну вот там дорога вот направо туда уходит. Даже не знаю. Ну ладно, что, поехали по асфальту, что. Как говорится, лучше синица в руках, чем эта неизвестность там, что будет. Ну что, всего-то 43 градуса, хоть немного спотею. Зато потом с удовольствием искупаюсь в речушке. Если, конечно, она будет близко к трассе. Вот он, главный подъем. 6%, 2,4 километра. Хо-хо-хо. Да, зато потом какой спуск будет. Ну, пока все легко идется. Хоть и 6%. Но это потому, что начало дня. Под вечер мне бы уже тяжковато было бы, конечно. Под вечер не то, что ноги устают. 5-я точка устает сидеть уже. Когда уже за 70, за 80 километров. Я не представляю, если бы я ехал на каком-нибудь обычном китайском сидении с поролонкой. Я бы уже, наверное, седло бы поменял. Кожа, нужна кожа. Кожаное сиденье на такие дистанции. Либо вот как у меня аналог Брукса китайский, да, либо Брукс. С такими обычными диванчиками, с мягкими. С такие расстояния я вам не советую проходить. Только настрадаетесь. Потому что я знаю по опыту по Казахстану. Я там и то проехал 3700. И, наверное, последние 1500 километров, может 2. Я уже реально, ну, страдал, наверное. 5-я точка у меня страдала. От того, что сидеть вот на твердом невозможно было уже сидеть. Надо было что-нибудь подкладывать. А на кожаном сиденье такого нету. Вон там внизу дорога. Такая петля. Вон знак стоит.
400 метров парковка. То есть еще 400 метров подниматься. Такая тишина здесь. Ветра вообще нету практически. Птички поют. Ляпота. Да, я, конечно, не понимаю, почему дорогу так проложили. Она ж потом обратно возвращается к железной дороге и к речке. Неужто по финансам было дешевле так сделать дорогу, нежели... Блин, кто-то в тапок залетел. Все, вроде вылетел. Залетел там. Ладно, чтоб не оса, а то еще укусит. Вот я и говорю, неужто не дешевле ли было рядом с железной дорогой дорогу проложить? Раз железную дорогу сделали, что вот мешало 30 метров в бок еще скалу убрать, чтобы вот этот весь перевал, подъем не делать. Мне кажется, проще было бы так. Ну, потому что реально по карте вот дорога идет, потом вот так вот поворачивает и опять идет. Зачем вот так вот в гору заворачивать? А вот и доехали. Ну, что-то как-то, честно, легко. Вообще не напрягаясь. И вот это тоже традиция так пикать, да? Это духом? Духом, да. Бросают денежки, Да. бросают рис. Я вот по Монголии, когда ехал, я тоже замечал, там местные также делают все. Так. Давайте смотреть. Меня яблочком угостили. Привет. Доброго дня. Вот. Откуда? Я с Екатеринбурга. Екатеринбург. Но я уже... А ездил до Владивостока, наверное? Нет, я ездил в Екатеринбург, Алтайские горы, через Монголию, с запада на восток всю Монголию проехал. И вот уже 3-й или 4-й день, как в Россию вернулся, еду на Байкал. Сейчас, подожди, ты на видео это расскажешь? Вот, добавим тебя в телеграм-канал. Давайте. Путешествие. И если у тебя свой есть, я подпишусь на твой, Всё, как я говорится. тоже. Это. Вот тоже путешественник. Я вот сейчас как раз был в Улан-Удэ у ребят байкеров. Пришлось высверливать дополнительно отверстия, на стяжки вешать, потому что по-другому просто никак. Центральный кофр чуть с багажником не потерял, потому что отстегнулись нижние болты, короче. Вот. Просто прикручивал тоже все в лесозаводске, останавливал. А сколько кубиков у него? 250. Ну и поэтому номер нужен, да, уже? Да, это макси-скутер, то есть как бы идет он очень хорошо. Ну я 90-100 иду, ну это хорошая скорость. Он разгоняется, нормально тоже полностью гружен. Я где-то в день 100-120 проезжаю, а на этом и 600 запросто, да, можно? Ну да, то есть я в среднем вот и иду где-то от 600 до 800 километров я прохожу. Да, вот эта встреча, я понимаю. Но вот этот, Слава его зовут, если я опять не забыл, тоже 17 тысяч километров у него маршрут до Эльбруса, сам с Владика едет. В общем, тоже молодец. Ну что, поехали балдеть вниз. Вау, вот это сейчас будет спуск. Это было опасно, да. Ну ладно, вырубаю камеру, надо все-таки за дорогой следить. Так, ну вот она, железная дорога, вот она речка. Я потому что вчера тут по Google карте смотрел это место. Где тут что дорога будет? Вот какая-то есть дорожка, да. Вот это что ли дорога идет? Ну тут отбойник опять
перетаскивать бы пришлось. Да, походу вот эта дорога. Ну, я честно не жалею, что я заехал на эту гору. Таких людей повстречал, вон яблочко мне угостили. Ну и что, здесь бы ехал и ехал. Да, я бы уже, конечно, проехал бы этот маршрут. А где бы я тут забирался? Через отбойник? Ну, где-нибудь, если только вот в деревне, и там опять на трассу выезжать. Ну, либо реально через отбойник перетаскивать надо было бы велик. Ну вот это, по ходу дела, Транссибирская магистраль. Ну вот, если что, сегодня в Кабанске будем закупаться. 61 километр осталось, не так много. Парем 23 километра в час. Температура 44. Отличная температура. Сейчас посидел возле магазинчика, взял безалкогольный пивасик. С мужичком там поговорил. Вот. Ну, не только он, все жалуются на жару. Жарко, говорят, жарко. Не было раньше, говорит, такой жары. Погода, климат меняется. Если честно, мне нравится такая жара. Не знаю почему, я ее легко переношу. Вот 40 градусов жарит. Кручу педали. Прекрасно. Это намного лучше, чем ехать мерзнуть, когда 20 градусов. Вот как в Монголии было. Да еще на небе непонятно, дождь, не дождь, ветер. Я лучше буду в жару такую ехать. И чтоб ни облачка не было. Это по мне. Кожа привыкла, и уже все равно. Рубашки ничего не надо одевать. Вот только на ногах еще. Вот так еду уже второй день. Но ничего, тоже привыкнет, загорит. А я тут на речку свернул. Пора искупаться. Как раз съезд такой был. Просто окунуться и дальше ехать. О да, пойдет место. Можно даже вот так пройти и затем песком купаться идти. О-хо-хо. Песок-то какой горячий. Ну ладно, пошла я купаться. Я просто сейчас сумочку сниму и прямо в одежде вот так вот. О, какой пляж песочный. Оригинальное название речки — Пьяная. А чё не бухая? Но бухая тоже жаргон. Вот она, пьяная. Это деревушка Троицкая. Была табличка. Вот там два храма таких. Ну, коли это Троицкая,
Это, скорее всего, Свято-Троицкий монастырь. Как-то так, наверное. Интересная машина, она мне уже второй раз так обгоняет и встает. На ней какое-то он оборудование, типа Google карты, что ли, снимает. Вот она. Вот это же есть по Google картам смотреть дорогу. Типа 3D изображение. Может быть, что-то такое. А тут новый райончик, Кабанский. Кабаны, что ли, ходят тут? Вот и дело. Что часто населенные пункты называют именами жителей лесов, какие обитают. Типа Волкова, Лисичева, что-нибудь такого, Зайцева. Ну и прочее, прочее. О, через 400 метров, если верить табличке, кафешка. А что, я бы заехал. Супца навернуть, чё бы нет-то. А еще бы лучше окрошки на квасу. Вот это было бы здорово. Так, что время? 3 часа 32 минуты. Я где-то 65 километров проехал. Ну, дальнобойщики стоят. Значит, кафешка должна быть нормальная. Пойдем проверим. Обычно, если кафешка работает, дверь должна быть открыта, но не закрыта. Ладно, работает. Вот такая антуражная кафешка. Всякие номера иностранные. Бабочки маленькие облепили мой велосипед. Кабанск 34 осталось. Таракановка, ну вот что я и говорил. То Волкова там, то Зайцева. Где что обитает. А там Тараканова. Вот Владимир Николаевич. Hi, hello. Myself Akshay Bhagat and I am traveling all over the world on bicycle. Now I am going from Mongolia Mongolia? to Irkutsk. You is Mongolia? Irkutsk. Yeah. Irkutsk, like India, Thailand, Cambodia, Vietnam, Laos, China, Mongolia, Russia. Almost 7 months. Ничего себе, вау, и все на этом. I have lots of luggage. Ага. I just dream to travel around, so I left my home. Thank you. Спасибо. Киви? Yeah, kiwi. Киви, ага. Yeah, take some. Вау. No, take. 3, 4, take. О, вот, хорош, ага. Enough. Thank you. Rockbox, ага. Yeah. Water. This a bag. Ага. Hello. Hello. Вот на таком вот он путешествует. Вау, насос. Вот это насос так насос. Ну ничего себе, он уже очень много километров проехал. Какую? 7-ю страну или... О, ну, найс. Yeah. А, мой вот Yeah, такой I маленький. know. It's a, Ага. Я хочу купить эти сумки, где я могу Like купить, this сколько and они this. стоят. Окей. Я хотел же себе попутчика найти. Все, едем сейчас до супермаркета. Нашел попутчика, он тоже едет до Байкала. Все, едем вместе. Вот эта встреча. Ну, мы теперь заезжаем в Тресково. Ну, здесь где-то должен быть супермаркет Титан. Вот с другом из Индии сейчас поедем в Титан. Но этот мужик вообще, он седьмой месяц путешествует. Выехал из Индии, я так понял,
сколько вот из Индии, там несколько стран проехал. Сейчас едет в Россию. По России он уже едет 5-й день. И у него виза на 30 дней. Вот он из России хочет поехать дальше в Казахстан. Так что вот. Я все вышел, он что-то там ходит где-то. Вроде видел, что я уходил. Он просто рассматривает все. Вроде сказал, покупать ничего там не будет. Ну ладно, я пока загружусь. Что-то не пойму, он походу блогер, что ли? Все говорит на камеру. Ну, в общем, мы тут это пивасик пьем. Безалкогольный, я ему взял, его угостил. Да и сейчас, думаю, поедем. Ну все, поехали. Река Чернуха. Там что, была пьяная река, сейчас река Чернуха. А в общем, мы обменялись YouTube каналами. У него там 9470 человек подписчиков. Соответственно, больше, чем у меня. Все, сейчас примерно едем где-то 14 километров. Он там нашел место возле речки. Будем останавливаться. Отдыхать. Он мне обещал индийскую кухню сегодня приготовить. Взял курицу, индийская карри, что ли, как-то называется. Да, сегодня я до Байкала не доеду. Ну, если честно, он не торопится, едет, тихо едет. Ну вот мы 20 где-то летим, едем. Если бы я один ехал, я, естественно, бы быстрее ехал бы. Ну, так вообще не торопясь. Но он мне и написал, сказал, что он устал за сегодня уже. Ну, ладно, я хотя бы, он 73 уже проехал. Соточки не будет. Ну да ладно. Ради такого случая индийского карри можно соточку и не накрутить сегодня. Вот сейчас главное хорошее место найти, остановиться. Вилюйка! А ничего, такая вилюйка. Даже прозрачная. Окей, гоу. В общем, ищем сейчас место. Вот там была небольшая какая-то свороточка, непонятно, ну пока непонятно. Вот нашли местечко, вот такое. Будем здесь отдыхать. Тут, конечно, типа озеро и болото, но вода должна быть теплая. Да, тут, конечно, всякая пена лежит. Ну ладно, в общем, здесь будем располагаться. Так, ну все, палаточки расставили. Я готов идти купаться. Сейчас, в общем, его жду тоже, он там собирается. Это не пиво, это хлебный квас. Блин, здесь все водье летает, это вообще пипец. Ладно, что, пойдем туда купаться, вроде там купаются, тут ну, такая себе лужа. Сейчас будем готовить, кушать. Он мне, видимо, говорил взять рис, а я что-то не взял, я его не понял. Ну, чтобы эту карри приготовить куриную. Ну, говорит, так можно будет приготовить, типа. Я ему говорю, у меня есть гречка, давай что-нибудь с гречки. Ну, что-то не знаю, не понял, наверное, что-то такое вообще. Кстати, у него такая же, как у меня горелка. Ага. Вот горелка, точно такая же, как моя. Ага. Тык-тык, одинаковая. Это типа как молочный йогурт. Ну, как по-нашему, просто кефир. This fly dist. Ну ничего, такая вкусная штука. Good. You want to take more? А. You want sugar? Шуга, да? Шуга? Да, Ага, sugar. ага, шуга, сахар. You want? No. Можно попить чай, вода скипела. দেখো আমরা দুজন কিভাবে গল্প করছি এই ইউজ করেন আর এখানে আমাদের ভাত বনছে আর Can I have some tea? Has the water boiled? yeah Окей. У тебя есть кружка?
Куда чай налить? আর প্রচুর মাছি আছে যেগুলো ডিস্টার্ব করছে, ভাতে না পড়িস বাপ মাছি। ছোট Do you have জায়গাটা a mug বলেছি to pour tea into? আই О, হ্যাভ দিস। окей, окей. Сейчас принесу. Yeah. It's вафли. Wafer. Так, Yeah. একটু জল দিই, কারণ আমার মনে হচ্ছে কয়েকটা জল দিতে হবে সেই জন্য। вот. হালকা সরষের তেল দিয়েছি, এতটুকু অল্প। Рис готовится, ну а мы пока чайком балуемся. Ну, приятного ужина. Sony? Wow. Now I will have some sugar in my tea. Вот так вот рис готовится. Rice. Рейс. А хинда, как Curry. кари, кари. This, I will make this curry chicken. Ага, ага. See? Ага. 3. Кари. Ну, это пряности. Ойл. Oil, masala. Ага, масала. Spicy. Специи. Indian. Мгм. Ну, это специи. В Индии любят специи и Onion. много чего. Баньян? Yeah. Ага. То есть много чего из Индии. Tomato. Тамадо. Ага, ага. И вот так вот мы общаемся. Я ему говорю, у тебя хороший набор для приготовления еды. You have a good set of cooking utensils. Ага, в дело пошла курица. А skin no use? No, huge. Ага, Use, but ага, я. Вот сидим, готовим, кушать. Ну, я просто смотрю. Хагат готовит. Лук. Yeah. Ага. onion. Так, сейчас в дело идет курица, лук и приправа. Yeah. Карри. Now I cut. Ага, ага. Я. Да. Слезы, да, после лука. Такой запашок прикольный. Сейчас обжаривает лук, а потом в дело пойдет курица. Ага. Да. Вот, финиками угощают. Я ему тогда дистемпер включил. Ну, я вижу, он хочет музыку включить у себя, у него интернет не работает. Я говорю, давай Russian Dance. Вот так вот курица выглядит уже со специями. Да, такие ароматы. Просто запах такой прикольный. Indian chicken curry. Ага, Indian chicken curry. Вот такая красота. Вот это на пробу. Good? Ага. Just. Ага. Yeah. Вау. You can take rice. Amazing. You want to take rice? Rice here, сюда? Прямо сюда? No. I'm back. Okay. Ага. Все, готово. Сейчас будем кушать. Окей. Okay? Ага. Done? Or more? No. Вот. Ага. Okay. И вот самое главное. Запах какой. Yeah. Ага.
Yeah. Yeah? Okay, Okay. more. Okay. No, no. Good. Ага. Вот такая красота. It's very hot. Реально очень вкусно. Good. Good, very good. Вот и попробовали индийскую карри. Чикен карри. India's chicken curry. Ага. Не, You want more chicken? окей. Okay. Thank you. Ага. This is me. Окей, окей. Ну реально очень вкусно прямо. Остро, остро так. See, I use them Мгм. in India. Правильно. Да. Ну, они привыкли руками есть, а мы ложкой. О, да. Вкусняшка.